Экс-тренер Реал Мадрида может сесть в тюрьму. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, ранее возглавлявший Реал, получил наказание за налоговое мошенничество. Указано, что он получил 1 год лишения свободы от провинциального суда Мадрида. Также итальянец оштрафован на 386 тысяч евро. При этом сам тренер надеется получить условный срок отбывания наказания. Коуч не собирается так просто сдаваться полиции. Еще один футболист выбрал деньги вместо футбола. Форвард Аталанты Матео Ретеги станет игроком саудовской Аль-Кадисии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, клубы согласовали сумму трансфера в 67 миллионов евро с учетом бонусов. Также отмечается, что Ретеги подпишет долгосрочный контракт, а его зарплата увеличится в 6 раз по сравнению с нынешней. Ранее сообщалось, что он будет получать 20 миллионов евро в год. Напомним, в прошлом сезоне Матео отметился 28 голами и 9 ассистами в 49 поединках за клуб. Он стал лучшим бомбардиром серии А с 25 голами. Дорогие зрители, перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео. Спасибо за то, что с нами. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуринью. Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко. Его решили продать. По информации турецких СМИ, украинца предложили подписать Фенербахче, тренером которого является Жозе Моуринью. Турки готовы оформить этот переход. Отмечается, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро. Сам Зинченко без учета налогов будет получать в Турции приблизительно 10 миллионов евро в год. Напомним, в этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Тоттенхэм договорился с Вест Хэмом о мощном трансфере. Тоттенхэм договорился о трансфере вингера Вест Хэма Мохаммеда Кудуса, сообщает The Athletic. Шпоры согласовали с Вест Хэмом соглашение о трансфере вингера за около 55 миллионов фунтов стерлингов. После прохождения медицинского обследования Кудус подпишет 6-летний контракт с лондонцами. Напомним, в прошлом сезоне Кудус забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 35 матчах за Вест Хэм. Арсенал продолжает переговоры о трансфере звезды Челси. Арсенал сделал начальное предложение Челси по трансферу вингера Нони Мадуэке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Канониры предложили Челси около 50 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов по трансферу 23-летнего английского футболиста. В то же время аристократы хотят получить более 50 миллионов фунтов без учета бонусной части сделки за продажу Мадуэке. Это связано с тем, что Челси в вопросе этого трансфера ориентируется на соглашение между Ньюкаслом и Ноттингем Форест относительно потенциальной продажи вингера Энтони Эланги. Ранее была информация, что Эланга переходит в Ньюкасл за 55 миллионов фунтов. Сообщается, что переговоры между клубами продолжаются, а Мадуэке уже согласовал личные условия контракта с Арсеналом. Легенда Ливерпуля покидает свой клуб. Центральный полузащитник Аякса Джордан Хендерсон покинет команду на правах свободного агента, сообщает журналист Бен Джейкобс. По данным источника, 35-летний английский футболист решил не использовать опцию продления контракта. Хендерсон станет свободным агентом. Напомним, что в январе прошлого года Аякс сообщил о подписании контракта с Хендерсоном до 2026 года. Бывший капитан Ливерпуля присоединился к амстердамцам на правах свободного агента после расторжения соглашения с Аль-Иттифаком, за который англичанин играл с лета 2023 года. Французский Лион остается в высшем дивизионе. Финансовый надзорный суд французского футбола отменил решение, принятое в первой инстанции, о переводе Лиона в Лигу 2 из Лиги 1 из-за долгов. Французский клуб выиграл апелляцию.
Лион сыграет в Лиге 1 в следующем сезоне. Однако апелляционная комиссия решила ввести контроль над зарплатным фондом и трансферными расходами Лиона в соответствии с представленным бюджетом Лиги 1. Теперь Лиону нужно продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы погасить все долги. Клуб уже продал футболистов на 50 миллионов этим летом. Лионель Месси получит звездное пополнение в Интер Майами. Интер Майами достиг прогресса в переговорах по подписанию центрального полузащитника Атлетико Родриго де Поля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, переговоры продвигаются хорошо. 31-летний аргентинец уже дал согласие на переход в клуб МЛС. Интер Майами и Атлетико также приближаются к заключению соглашения о переходе хавбека. Напомним, летом 2021 года Атлетико заплатил Удинезе за де Поля 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 3 гола и отдал 9 передач в 50 встречах. Экс-звезда Баварии и Ювентуса близок к переезду в чемпионат Азербайджана по футболу. 34-летний экс-вингер Шахтера Дуглас Коста, добившийся впоследствии мировой известности благодаря выступлениям за Баварию, Ювентус и сборную Бразилии, вскоре может перебраться в чемпионат Азербайджана. В услугах бразильца нынче крайне заинтересован Нефчи. Причем этот клуб уже ведет активные переговоры с футболистом. Азербайджанцы готовы удовлетворить все финансовые амбиции Дугласа. Отметим, что контракт Дугласа Косты в настоящий момент принадлежит австралийскому Сиднею и рассчитан до лета следующего года. ПСЖ легко разгромил Реал Мадрид и вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу. Главными антигероями первого тайма стали центральные защитники Реала. Сначала Рауль Асенсио подарил мяч Дембеле, в результате чего Фабиан Руис получил возможность бить по пустым воротам, а затем Рюдигер махнул мимо мяча и сделал аналогичный подарок Дембеле. Только теперь француз решил ситуацию сам. 2-0 на 9-й минуте. От такого шока Реал не пришел в себя до конца игры. Пока он приходил в сознание в первом тайме, ПСЖ произвел контрольный выстрел в виде идеальной контратаки, которую завершил Фабиан Руис, оформив дубль. Поэтому второй тайм превратился больше в формальность. ПСЖ же выпускал на поле резервистов, и их усилиями в конце матча сделал счет 4-0. Рамуш откровенно поиздевался в штрафной Галактикос и просто расстрелял Куртуа. Браво, ПСЖ! Челси сыграет с ПСЖ в финале клубного чемпионата мира. Лондонский клуб в полуфинале обыграл Флуминенсе со счетом 2-0. ПСЖ одержал победу над мадридским Реалом со счетом 4-0. Таким образом, именно два европейских гранда решат, кто из них лучшая команда Европы. Финальный матч состоится в воскресенье, 13 июля в Нью-Джерси. На матче даже будет присутствовать сам президент США Дональд Трамп. Модрич провел последний матч за Реал. Полузащитник Реала Лука Модрич провел свой последний матч за команду. На 64-й минуте полуфинального матча клубного чемпионата мира против ПСЖ 39-летний хорват заменил Джуда Беллингема. После завершения турнира Лука покидает команду. Модрич принял участие в 6 матчах клубного чемпионата мира. Всего в сезоне 2024-25 он сыграл 63 матча, забив 4 гола и отдав 9 голевых передач. До свидания, Лука! Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0-4. Поражение в этом матче прокомментировал тренер Реала Хаби Алонсо. ПСЖ – это настоящая команда. С самого начала матча мы страдали, было тяжело. Есть много вещей, которые мы хотим сделать лучше. Сегодня нам больно. Мы можем улучшиться. Есть большой запас. Мы нашли некоторые положительные моменты. Мы строим лучшую команду. Этот турнир показал мне, кто мы есть и что мы можем улучшить. Это последняя игра сезона 24-25. Наш новый сезон начинается в августе, сказал тренер после матча.
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь 3 звездам. По информации испанских СМИ, по результатам клубного чемпионата мира мадридский клуб покинут 3 именитых игрока. Хаби Алонсо не рассчитывает на Давида Алабу и Родриго. Кроме того, из-за высококлассной игры Гонсало Гарсии. Реал покинет и нападающий Эндрик, но в этой ситуации ожидается только уход на правах аренды. Отмечается, что кроме продаж, Реал планирует также и входящие трансферы. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.